Всем привет! Привет, друзья! Сегодня мы продолжаем тему переезда. Мы готовы поделиться своим опытом о покупке квартиры в городе Санкт-Петербург с вами, и, возможно, это вам чем-то даже и поможет. Мы совсем недавно переехали в Санкт-Петербург из Екатеринбурга. Нашу историю переезда смотрите, пожалуйста, в этом видео. Продав трехкомнатную квартиру в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге мы могли позволить себе только двухкомнатную квартиру в бабушкином убитом состоянии, либо где-то далеко от центра города, чего нам очень сильно не хотелось. И именно поэтому мы начали искать. Важный момент. Мы выбирали квартиру либо в центре города, либо на севере, но недалеко от центра. Для нас это были такие основные любимые районы. Но и сначала еще рассматривать Васильевский остров. Еще один из важных моментов. Квартиру нам нужно было выбрать буквально за 2 недели, потому что, продав квартиру там, мы еще не вывезли вещи, и они находились на той квартире. Буквально вывозить нам их было некуда. Так произошло чудо. За 9 дней мы нашли квартиру, можно сказать, что нашей мечты, квартиру, как раз которая подходила нашему бюджету, по нашим параметрам, ради которой нам не пришлось брать ипотеку. Точка. Васильевский остров – это один из самых старейших районов города на побережье Финского залива. Мы очень хотели квартиру с видом на залив, тогда еще не знав всех подводных камней. И начали мы с того, что сняли апартаменты в ЖК «Я Романтик» на Васильевском острове на 2 недели, чтобы пожить и заодно посмотреть этот район, нравится он нам или нет. Поскольку мы выбирали квартиру на Васильевском острове на намывных территориях, мы не учли одного факта, что с них добираться до центра не очень быстро. Нужно проехать сам район Васильевского острова, и в дальнейшем только тогда вы окажетесь в центре. И еще один из важных моментов, почему мы не выбрали квартиру на Васильевском острове в жилом комплексе «Я Романтик», это то, что на момент приезда нашего именно на локацию, где мы хотим жить, оставались только апартаменты. А апартаменты – это история без прописки. Нас это смущало отчасти нет. Все-таки, как первое жилье, мы решили сделать выбор в пользу квартиры, чтобы сделать себе петербургскую прописку и проживать как полноценные жители города Санкт-Петербург. Также мы обнаружили, что за наши деньги, а это 4 миллиона 700 тысяч рублей, не было буквально ни одной квартиры, которую мы могли бы для себя подобрать, заехать и жить. Еще в начале 2020 года мы могли бы купить однушку в этом ЖК, но уже к концу 2020 года они стоили намного дороже. Как начинались наши дни? Мы каждый день мониторили Авито, буквально каждый день, ЦИАН. Очень часто мы сталкивались с тем, что мы звоним по объявлению, в объявлении указано агентство говорит, да, хозяин с вами обратно перезвонит, свяжется, и на этом вся связь у нас обрушивается. То есть реально, возможно, хорошие квартиры и, возможно, хорошие варианты у нас тут же отпадали, потому что мы просто не могли их посмотреть. Также у нас был риэлтор, но риэлтор нам помогал только смотреть квартиры в новостройках, так как мы не исключали вариант, что квартиру в новостройке мы, в принципе, еще можем себе какую-то позволить. С нашего приезда в Санкт-Петербург прошло буквально 9 дней, и мы нашли квартиру, о которой сейчас расскажем. Эта квартира находится в Калининском районе. Этот район находится на севере города Санкт-Петербург. Район один из старейших и самых зеленых. В окружении нашего только дома находится целых 3 огромных парка, что дает неимоверную красоту, когда ты выходишь просто прогуляться. От нашего дома до центра всего 15 минут на машине, и до метро также всего 15 минут на машине. Квартиру мы купили во вторичке. Мы не побоялись брать квартиру в хрущевке, потому что, во-первых, мы не хотели брать ипотеку. Во-вторых, жилье достаточно надежное, теплое, много знакомых, кто точно так же проживает. И все-таки, как ни крути, это полноценная двушка, 46 квадратов со статусом квартиры, а это было очень важно для нас. В новостройках мы также посмотрели несколько вариантов квартир, которые нам предложил риэлтор,
Но либо это было 30 квадратов, либо нужно было доплачивать и брать ипотеку. Ну, и либо срок ожидания этой квартиры превышал год или даже 1,5. А мы хотели сейчас. Квартира находится в хрущевке 67-го года постройки. У нас 5-й этаж, квартира не угловая, посередине дома. Стоимость квартиры на начало ноября 2020 года составляла 4 миллиона 550 тысяч рублей. А сейчас в апреле 2021 года квартира стоит 6 миллионов 300 тысяч рублей. Вот настолько поднялись цены, и это достаточно грустно, потому что если бы мы не успели купить квартиру за столь быстрый промежуток времени, с того момента, как мы сюда переехали, было бы очень печально, нам бы в любом случае пришлось брать ипотеку. Так что можно сказать, что нам очень повезло, что мы быстро нашли эту квартиру в отличном состоянии. И, кстати, как она выглядит сейчас и как она будет выглядеть после ремонта, мы обязательно покажем в видео, сделаем вставочку в это видео, и вы сможете посмотреть у нас на канале. Очень многие на нашем месте рассматривали бы вариант новостройки, покупки квартиры в новостройке. Но мы очень хотели уложиться в ту сумму денег, которая была у нас на руках, очень хотели купить квартиру не 30 квадратов и в более-менее приличном состоянии, недалеко от центра. Поэтому мы не рассматривали варианты новостроек в Кудрово, Мурино, Девяткино, хотя там нам бы хватило, может быть, даже на двушку, да? Наверное. Также для нас было очень важно, что он находится рядом. Так, например, до набережной Невы нам идти 10 минут. Там мы замечательно проводим выходные дни, катаемся на лонгбордах, смотрим на красоту замечательного Петербурга. Замечательного Петербурга. Как мы поняли, для нас очень важно малоэтажное строительство, потому что поездив по большим ЖК, мы поняли, что нам это не подходит, нам это не очень нравится. И все-таки выбор пал вот в пользу 5-этажных, 9-этажных строений. В этом нет ничего страшного. Возможно, это не очень модно, не очень современно, но окружение, которое находится здесь и вокруг нас, нас вполне устраивает. У нас очень чистая парадная, у нас белые стены в ней, Цветочки постоянно стоят. прибираются, стоят цветочки в парадной. А также у малоэтажек существует большое количество бесплатных парковочных мест, куда можно поставить свой автомобиль. Автомобиль. На что следует обратить внимание при покупке квартиры в Санкт-Петербурге? Во-первых, всегда обращайте внимание на документы. К сожалению, в наше время также очень много мошенников, которые проворачивают колоссальное количество сделок с недвижимостью. И даже если сейчас у вас все хорошо, то через 5-7 лет может всплыть какой-нибудь неожиданный родственник, который будет претендовать на вашу квартиру. Также мы советуем обращаться к нотариусу при покупке вторичного жилья. В договоре нотариуса обязательно должна быть строчка, что он несет ответственность за совершаемую сделку в размере стоимости вашей квартиры. Оказывается, не у всех нотариусов в договорах есть такая строчка. Кто-то прям напрямую мелким шрифтом указывает, что он не несет ответственность за совершаемую сделку. Есть такие нотариусы в городе, и, к сожалению, мы таких видели и с такими встречались, и у нас есть истории наших друзей, когда сделка из-за таких нотариусов оказывалась недействительной при покупке квартиры. Также обратите ваше внимание на особые условия покупки комнаты в коммунальной квартире, либо же всей коммунальной квартиры. Оказывается, в Санкт-Петербурге есть закон, по которому первостепенное право на владение комнатами в коммунальной квартире, не занятыми, не проданными, имеют владельцы, уже живущие в какой-то из комнат этой квартиры. То есть, если в коммуналке живет в какой-то комнате уже человек, то он первостепенное право имеет на остальные комнаты. На покупку. Даже если это дама почтенного возраста.
Соответственно, если вы выбираете комнаты в коммунальной квартире, например, там 2 комнаты из 3 вы покупаете, а в 3 уже кто-то живет, то вы должны подписать разрешение от человека, который уже живет в коммунальной квартире, что он не планирует и не собирается и не претендует покупать остальные комнаты в коммунальной квартире. Только тогда эта сделка будет действительной. Кстати, у нас еще есть очень интересный опыт покупки квартиры в городе Сочи. Если вам было бы интересно послушать наш опыт покупки квартиры в Сочи, а покупка недвижимости в городе Сочи отличается от покупки недвижимости в любом регионе нашей страны, напишите, пожалуйста, в комментариях, и мы обязательно снимем на эту тему видео. Мы очень надеемся, что наш опыт, наши советы смогут помочь вам сделать покупку квартиры более легкой. Точно так же, если вам будет нужна помощь, пишите в комментариях, мы обязательно на них ответим, дадим контакты проверенных нотариусов. И риэлтор, кстати, есть хороший у нас. И хороших риэлторов. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Ваша активность поможет продвинуть наш полезный контент для многих людей. И до встречи в следующем видео. Чао! Пока!